Пятая ежегодная конференция, посвященная автоматизации аэропортов, сейчас проходит в Сочи. Конференция собрала представителей 18 аэропортов, 5 авиакомпаний. Конференция была организована совместно Basel Aero и Рифт Пулково. Генеральным партнером конференции выступила компания Trinity. Конференция посвящена автоматизации аэропортов, состоит из 2 дней. Выступления посвящены как по различным направлениям, то есть по модулям системы Cobra, которые позволяют автоматизировать разные задачи. Также в конференции участвуют партнеры, представители Basel Aero, которые рассказывают на своем опыте, как они используют систему, как она позволяет им, собственно, оптимизировать процессы, где происходит избавление от ручного труда, спрямление бизнес-процессов, достижение более точных результатов. Все это, собственно, можно услышать сегодня в выступлениях. И также завтра, естественно, будет в аэропорту круглый стол. Будет проведена демонстрация работы системы в аэропорту, будет экскурсия, где, собственно, можно будет увидеть, как система Cobra эксплуатируется в реальных условиях в аэропорту Сочи. Аэропорт Сочи – это тот аэропорт, который был столицей зимних Олимпийских игр, который постоянно принимает различные крупные спортивно-массовые мероприятия, поэтому большая нагрузка в пиковые периоды особенно происходит, и без такого качественного решения системы Cobra, в принципе, стабильную и эффективную работу аэропорта представить очень сложно. Сегодня доклады были посвящены наиболее актуальным темам. Это и задачи, связанные с визуальным, звуковым информированием, решения по управлению, планированию ресурсными задачами. Это задачи, связанные с интеграцией всех участников авиатранспортных процессов в единое информационное пространство, то есть это разработка на базе Cobra решений АЦДМ, которые, собственно, позволят, скажем так, всех участников объединить, максимально интегрировать их информационные системы и создать то пространство, в котором, собственно, все будут получать необходимую информацию для своевременного принятия решений. Кроме этого, также сотрудники Рифт Пулково рассказывают о инновационных решениях, про современную систему регистрации пассажиров и багажа, про современные подходы к решению задач решения сборов, то есть это ведение договоров, учет оказанных услуг, формирование ведомостей с использованием различных рабочих мест, мобильных, стационарных. Все это, собственно, сегодня будет рассказано. И также отдельное выступление посвящено мобильным разработкам, веб-решения, различные для коммуникаторов, планшетов, супервайзеры, руководства. То есть все эти люди, которые могут не находиться за компьютером, не имея стационарного рабочего места, но должны получать информацию, должны что-то заводить. Для всего этого есть наши решения, которые сегодня будут освещены. Конференция очень интересная. Мы выбрали эту конференцию, потому что Рифт Пулково собрал очень интересную публику, и она разительно отличается от других конференций, которые проводят даже специализированные организации, на которых в основном участвуют поставщики каких-то решений, и только 30% та публика, которая покупает эти решения. Конференция, которую проводит ваша компания, она как раз наоборот, скорее там 70, даже 90% тех людей, которые покупают эти решения, которые заинтересованы в новых решениях. Конференция интересна тем, что это, собственно, тут собрались российские аэропорты и российские компании, которые делают отечественные решения. Год от года, мне кажется, наши поставщики решений, отечественные поставщики решений, выдают более качественные, более проработанные, более соответствующие мировому уровню решения для аэропортов. Поэтому я думаю, что в дальнейшем мы будем только усиливать наши позиции и замещать иностранные решения. Мы несколько лет планировали совместной компанией Рифт Пулково проведение такой совместной конференции. Что касается нас, то это хорошая возможность показать наши возможности, наши наработки, а также полученный нами опыт в период зимней Олимпиады и, соответственно, получить обратную связь, на основе которой мы сможем что-то улучшить и добиться новых результатов. Соответственно, Cobra становится неотъемлемой частью нашего всего производственного цикла, и мы уже не можем представить себе существование подразделений наших, которые бы
не имели возможности доступа к этой производственной системе. Соответственно, дальнейшее любое развитие мы опять-таки основываемся на уже существующих решениях и модернизации их. Между компаниями у нас налажено оперативное взаимодействие. На текущий момент ведется несколько таких подобных проектов, которые позволят нам дополнительно автоматизировать уже существующие производственные процессы и автоматизировать еще не задействованные бизнес-процессы, которые в дальнейшем помогут развитию нашей компании. На текущий момент, как я уже говорил, мы работаем над различными проектами и, соответственно, ждем в этом году финализации уже управления динамическими ресурсами, доработки слот-координации и выдачи у нас тестового решения и, соответственно, передачи его в опытную эксплуатацию мультиаэропортового решения для аэропортов нашей группы. Понятно, что сейчас непростое время и, соответственно, не все желающие, которые хотели бы посетить данную конференцию, смогли на ней поприсутствовать, но, в общем, представительство данной конференции достаточно было на высоком уровне. Я думаю, что проведение и организация данного мероприятия тоже достаточно на высоком уровне. Опыт эксплуатации данной системы позволил применить ее во многих отраслях, касающихся производственной деятельности аэропорта. В части расследования задержек, в части применения данной системы в суточном плане полетов. Данная система позволяет улучшить производственные показатели в разы, сократить время обслуживания воздушных судов с применением систем контроля на перроне технологических операций. И, в принципе, снимает многие вопросы по расследованию причин задержек. Так как аэропорт Сочи буквально 1,5 года назад принимал такое масштабное мероприятие, как Олимпиада, и данное мероприятие позволило полностью, скажем так, применить и протестировать данную систему на больших объемах перевозок. Это большой опыт, посмотреть, поговорить со специалистами, которые используют данную систему. Я так понимаю, для них она себя показала с очень хорошей стороны. Я действительно участвую в конференции, практически в каждой, это уже 5-я, в 4 я принимал участие. И я стараюсь не пропускать ни одной конференции, и целью своего здесь присутствия все-таки я считаю, что когда речь идет об информационных технологиях и об их применении в бизнесе, то успешность и эффективность их применения зависит от понимания возможностей технологий и систем руководством компании. Особенность системы КОПРА такова, что на первом этапе любое предприятие, я общался со своими коллегами из аэропортов других, на первом этапе, а мы сейчас именно на этом этапе находимся, плюсы не очевидны для подразделений. Они, скорее всего, очевидны для руководителя моего уровня, который получает наглядность видеть на одном рабочем месте все процессы, которые происходят в аэропорту. В этом году особенность конференции в том, что один из тех аэропортов, где система внедрена наиболее полно, и в одном из первых это аэропорт Сочи. И, безусловно, руки чешутся посмотреть и пощупать производственные службы, которые уже на протяжении многих лет используют эту систему с тем, чтобы сравнить, что происходит у нас, чего ожидать нам, не повторять уже сделанных ими ошибок. Поэтому мы с моими коллегами с большим нетерпением ожидаем общения непосредственно на рабочих местах в аэропорту Сочи с тем, чтобы оценить то, что будет у нас. Hit the road, Jack. Don't you come back.